Всем привет, меня зовут Алла, и сегодняшнее видео это подробный мастер-класс по пошиву вот такого очень необычного и интересного полотна. Долго тянуть не буду, приступаем. Шить можно из абсолютно любых тканей, конечно же, есть нюансы, о которых я вам расскажу. Сегодня я буду шить из вот такой кофты, она очень приятная на ощупь, мне понравился цвет, фактура, рисунок, в общем, все в этой кофте хорошо, поэтому для пошива я выбрала именно ее. Также можно использовать натуральные ткани, и главным условием является то, чтобы этот материал вам нравился. Кофту свою я распарывать не буду, а просто срезаю все швы. Также такое полотно будет прекрасно выглядеть, если шить его из джинсов. А размеры будут у всех индивидуальные, так как все зависит от того, какое изделие вы запланируете шить из данного полотна. Но обязательно берите с запасом, так как стежка всегда дает усадку. И пускай лучше вы срежете лишнее, нежели вам не хватит. Как я уже сказала, шить можно из абсолютно любых тканей, но если вы шьете, например, из трикотажа, из тонкой ткани, либо же ткани, которая имеет растяжение, то ее обязательно нужно проклеить. Я буду клеить обычным швейным флизелином, он клеевой, и клею я его крест-накрест, то есть доливая к поперечной. Если вы не знаете, как правильно это сделать, у меня есть короткое, но очень подробное видео, как правильно это сделать, и ссылку на него вы найдете в описании под этим видео. Ну и тем временем я уже готовлю вот такие линейки, шаблоны, неважно, вот такой круг я буду делать, но это дело вкуса, вы можете выбрать поменьше кружочки. Если у вас нет таких линеек, нет таких шаблонов, можно воспользоваться циркулем. Также нужна будет еще одна ткань, у меня это хлопок, и лучше всего взять любую стабильную ткань, которую не нужно проклеивать. На ней мы и будем рисовать круги, но круг должен быть расположен так, чтобы от края вот тут, ну то есть с каждой стороны круга было хотя бы по 2 сантиметра. На темных тканях для того, чтобы получить ровную тонкую линию, я всегда для разметки использую вот такие самые обычные гелевые ручки. Белые, золотые, либо же серебро. Они прекрасно рисуют и дают тонкую линию. Смотрите, отступив от края, как я говорила, примерно по 2 сантиметра, ну то есть не меньше, обвожу и вырезаю. Далее несколько булавочек к основному полотну, вот так с одной и со второй стороны, чтобы ничего не сместилось, и иду к машинке. Выбираю обычную прямую строчку, закрепка в начале и в конце, длина стежка 2 мм. По нарисованной линии прошиваю. Вот так должно получиться. Вот так выглядит изнаночная сторона. Теперь беру ножницы, так как у меня круг большой, мне это сделать очень удобно. Вот так складываю, делаю надрез. И далее через это отверстие мне уже очень легко срезать лишнее. Срезаю внутри круга, не доходя до строчки, примерно 3-4 мм. Теперь отправляемся к утюгу. Вот так эту ткань выворачиваем на изнаночную сторону, все выравниваем и фиксируем утюгом. Смотрите, вот так. Все должно быть ровно, красиво. Так как ткань у нас проклеена, то перекоса быть не может. Также сейчас я сделаю разметку. Вот тут по короткой стороне 4 сантиметра, по длинной 3,5. Если у вас мало опыта, особенно в стежке, то сделайте разметку эту больше, то есть отступите, например, 5 сантиметров. И когда я эту рамочку нарисую, то уже в центре я буду размещать круги, ну, любым образом. Их можно симметрично разместить, можно, как я, хаотично. Главное, чтобы все они были вот тут в этой рамочке внутри, да, ну и не выходили за бортики. Далее все кружочки точно таким же образом я делаю, но когда вы вырежете, вот я прошила все, вырезала, вывернула наизнанку, и вы видите, что на изнаночной стороне, вот сейчас покажу, вот, они тут пересекаются, вот эти, да, ткани. И для того, чтобы они не мешали, не создавали уплотнения,
Мы сейчас их зафиксируем и срежем лишнее. Я возле машинки. Длина стежка у меня стоит 3 миллиметра. Начинаю обязательно с закрепки и ориентируюсь на вот этот срез лапки. Сейчас я делаю закрепку. И далее, не спеша, вот так, буквально несколько стежков, приподнимаю лапку, если это нужно. И вот таким образом делаю отстрочку. После этого на изнаночной стороне срезаю лишнее. Основное полотно у нас готово, и вот так оно выглядит. Также выглядит изнанка. Все аккуратно, красиво. И сейчас я еще подготовила два слоя. Опять же, это может быть разная ткань, разный цвет, все по вашему вкусу и по вашему желанию. Это у меня трикотаж, двухнитка, смотрите, вот так он выглядит. И утеплитель. Я использую 250 грамм на квадратный метр. И для того, чтобы был красивый, хороший объем, этот утеплитель не должен быть тонким. То есть не используйте 100 грамм на квадратный метр. Берите побольше. Итак, все эти три слоя сейчас я просто вот так по кругу еще раз обшиваю все круги. И делаю я это по предыдущей строчке, которую делала ранее. Вот так выглядит полотно. И сейчас работаем с изнанкой. Я подготовила вот такие маленькие ножницы, а это детские, безопасные, и мне ними очень легко и просто работать, я не боюсь ничего нигде прорезать. А срезаю я все, кроме кругов. Если у вас есть остатки утеплителя любого, то вы просто прикладываете этот кусочек к кругу, прошиваете, лишнее срезаете. У меня таких остатков не было, поэтому я шила на полностью цельном полотне. И сейчас вы видите промежуточный этап. Круги красивые, но они все-таки плоские. Нет объема, не выпуклые. И сейчас мы это с вами исправим. А точнее доработаем. Итак, основное полотно. Далее у меня поролон 0,5 мебельный. Я его покупаю в строительных магазинах. И нижняя ткань это у меня спанбонд. Также покупаю в строительных магазинах в отделе сад и огород. Он плотный, и эта ткань должна быть плотная, чтобы на изнанку не ушел весь объем, чтобы объем у нас остался на лицевой стороне. Полотно я сколола несколькими булавками, здесь много скалывать не нужно, так как поролон он сам по себе отлично держит все слои. Также стежку мы начинаем с центра и двигаемся к краям. Нитки для стежки можно использовать как обычные швейные, так и, например, вышивальные. У меня очень много видео по стежке, есть целый плейлист, который называется «Свободно ходовая стежка». Если вы не знаете, вам интересно, переходите, смотрите, учитесь, и у вас обязательно все получится. Так вот, нитку, неважно какая она, швейная или вышивальная, главное подобрать в тон вашей основной ткани. Я возле машинки, зубчики у меня опущены. В этот раз я стягаю иглой номер 75 для стрейча. Также в этом случае подошли бы иглы для вышивки, либо же кожи или джинса. А, Начинаю, как я говорила, стежку с центра, но сначала я прохожусь по контуру круга. Для того, чтобы, так как это техника тропунта, да, то есть у нас идет в каком-то элементе утеплитель и дальше уплотнитель, и нам нужно, чтобы придать объем какому-то элементу, то этот элемент нужно прошить по всему контуру. Ну и вот я начинаю, делаю закрепку и делаю стежку. Сначала просто по кругу. Можно ли это сделать на обычном ходу машинки? Конечно, можно, но все равно заполняющую стежку вы будете делать на свободном ходу. Можно ли не делать ее? Ну, вы посмотрите, когда я сделаю, ну, как она смотрится с стежкой и как без. Ну, тут уж говорится каждому свое. Вот так обхожу. Здесь не очень удобно из-за того, что сам кружочек объемный, но
Все возможно. И также забыла сказать, не делайте круги совсем близко друг к другу. Хотя бы 2 сантиметра друг от друга должно быть. Так как вот сейчас я начинаю делать заполняющую стежку, и вот вы видите там, где больше места, то, конечно же, проще. И вот я заполняющей стежкой перешла на другой круг, и точно так же по контуру делаю строчку. Чтобы не делать слишком длинные видео, в этом мастер-классе я не буду подробно останавливаться на свободной ходовой стежке. Но если вас эта тема интересует, то вы найдете в описании под этим видео ссылку на плейлист «Свободная ходовая стежка». Переходите, смотрите, и у вас обязательно все получится. Ну, а тем временем стежку я закончила, край выровняла, и вот такая красота у меня получилась. Результатом я безумно довольна. Сейчас хочу показать вам объем настолько, насколько камера сможет это передать. Из таких полотен можно шить абсолютно любое изделие. Это могут быть сумки, косметички, органайзеры. Я же из него буду шить короб. Вот так он выглядит. И мастер-класс на него вы, конечно же, увидите на моем канале. И даже несмотря на то, что на канале есть уже много мастер-классов по разным коробам, этот не такой, как все, поэтому мастер-класс обязательно будет. Ну и на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.